Дорогие друзья, всем привет! И сегодня я хочу записать для вас видео по мотивам той консультации, которая прошла у меня совершенно недавно с одной из моих клиенток. Она столкнулась с тем, что на ее работе начальница делала очень много ей замечаний и заставляла ее выполнять какие-то ненужные, по мнению моей клиентки, дела, исправления в документах, вплоть до того, что убирание запятых и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если назвать это одним словом, начальница делала микроменеджмент над моей клиенткой, и моя клиентка из-за этого испытывала очень сильное напряжение в общении с начальницей и не могла нормально чувствовать себя на работе, делать, как бы выполнять все задания. Одной из задач, которые я поставила перед своей клиенткой, это было узнать, чего, как она думает, от нее хотела бы начальница. В том случае, когда начальница в ситуации с моей клиенткой критиковала ее, делала ей какие-то мелкие замечания и давала какие-то мелкие постоянно задания и очень много контролировала, я поняла, что у этой начальницы есть какая-то внутренняя потребность, которую моя клиентка не удовлетворяет. И я дала ей такое задание понять, почему сложилась так ситуация в жизни начальницы, что ей нужно очень много контроля, и как она думает, что именно нужно м, начальнице, какую именно потребность начальница удовлетворяет тем, что она делает микроменеджмент. В ходе развития этой ситуации, да, когда мы решали эту ситуацию, моя клиентка пришла к выводу, и она поняла, почему же ее начальница как бы контролировала ее настолько сильно по мелким каким-то задачам. И у нее созрел вопрос, а как понять, интуиция это у меня или я сама себе придумала? Действительно ли я поняла, что именно нужно моей начальнице? Или, возможно, я это придумала, и это не имеет ничего общего с реальностью? Мне показалось, что это очень классный вопрос, который на самом деле задают очень много людей. И раньше, когда я только начинала свое развитие, саморазвитие, духовное развитие, я тоже задавалась этим вопросом. Я думала, интересно, а то, что я увидела, или то, что я узнала, или то, что я поняла про другого человека, насколько это реально, действительно ли это моя интуиция, или я сама себе что-то нашифровала, и поверила, а на самом деле это не является реальностью. Друзья, первый момент. Запомните, что все мы являемся частью Вселенной, да, все мы единица бессознательного. То есть я хочу, чтобы вы знали, и, возможно, вы уже это знаете, что мы общаемся на уровне сознания друг с другом, то есть словами, как сейчас я записываю это видео и даю вам какие-то слова, которые вы слышите. Это уровень сознания. И также мы общаемся друг с другом на уровне бессознательного. Даже сейчас, хоть вы и не находитесь рядом со мной, все равно вы считываете какую-то информацию бессознательно, которая есть во мне, и даже не, и даже если я о ней не говорю, вы все равно ее считываете. Это могут быть какие-то мои ценности, которые я несу, либо то, что для меня важно, либо то, что я хочу вам дать, либо то, что вы хотите от меня получить. Есть что-то на бессознательном уровне, что вы считываете, и вы никогда не поймете этого сознательно, да, в моменте. Вы только лишь слышите мои слова, но на самом деле вы слышите и сознание мое, и бессознание, и между нами есть такая связь. И такая связь у вас есть и с другими людьми. И все мы соединены в такую цепочку связей сознательного и бессознательного, и мы очень легко можем считывать информацию на бессознательном уровне, которая является правдой. И это и считается, наверное, в общем понимании интуицией, когда мы, находясь в одном пространстве с человеком, можем понять, что у него, какое у него настроение, какую эмоцию он сейчас испытывает. Если человек что-то не договаривает, иногда мы можем это понять. И это не какая-то магия, и все называют это интуицией, но для меня это лишь очень сильное соединение с бессознательным и умение расшифровать ту информацию, которую мы получаем на бессознательном уровне. Конечно же, я понимаю, что то, что я вам сейчас рассказала, это требует очень сильного доверия к себе, также веры в себя и в свою интуицию. И, конечно же, для тех, кто, может быть, хотел бы перепроверить свои мысли, я предлагаю вам, и также я предложила и своей клиентке сделать другую технику, которая бы ей помогла понять, правильно ли она сделала вывод о том, что именно для себя хорошего хочет начальница. И вы понимаете, какой момент, что как только вы поняли, что нужно тому человеку в общении с вами, если вы смогли дать эту потребность, эту ценность человеку
прямо, да, то есть если вы смогли дать это человеку то, что ему нужно, например, в данном случае начальнице очень нужен был контроль над моей клиенткой, так как она была ее подчиненная. И моя клиентка смогла дать ей этот контроль, потому что сразу после сессии, наверное, в течение часа или 2 часов эта клиентка написала мне, что она испробовала технику, которую мы с ней сделали, она дала своей начальнице контроль, и ей удалось наладить отношения моментально с начальницей. Начальница раскрылась, э, поговорила с ней очень открыто, и это был первый шаг для того, чтобы они наладили свои отношения. И второй момент, у моей клиентки была цель еще получить кое-что для себя. Но это уже, наверное, секрет. И на самом деле у нее получилось сделать и это, только лишь от того, что она смогла показать начальнице, что начальница имеет контроль над ней. Это был такой, как бы, наверное, мнимый контроль, потому что на самом деле в данном случае именно моя клиентка имеет контроль над ситуацией, который реальный. Но получилось так, да, что начальница в это поверила. И что мы сделали? Когда мы разбирали, мы очень долго говорили об этом, и я все время задавала один и тот же вопрос своей клиентке. Я говорила: как ты думаешь, чего хорошего хочет для себя начальница? Чего хорошего она для себя хочет? И мы записали очень много вариантов. И второй вопрос, который я задавала: подумай, что сейчас может в жизни этой начальницы ее беспокоить, чего она боится, какие потенциально, может быть, она чувствует угрозы, почему она так боится потерять контроль. Вот. И, значит, мы разбирали эти ситуации и выявили для себя несколько вариантов того, почему, почему начальнице так нужен был на данном этапе контроль. Мы выделили несколько сфер и контекстов ее жизни и расписали, чего именно начальница боится в этой сфере жизни и чего хорошего она бы там хотела. У нас получился список где-то из 7 до 10 вариантов, простите. И что сделали мы дальше? Я попросила свою клиентку теперь брать этот список и брать вариант номер один, и использовать его при следующем общении со своей начальницей. То есть у вас там будет много вариантов. Например, давайте сделаем такой момент. Например, ваш начальник хочет испытывать контроль. В данный момент это является потребностью, потому что, например, в офисе какой-то беспорядок, и сотрудники не слушаются. То есть на она боится беспорядка, и в данном случае что ей нужно? Ей нужно дать вот это чувство контроля, да, и того, что у нее есть власть наладить этот порядок в офисе. Второй момент. Возможно, начальница боится потерять работу. И в таком случае нужно ей показать, что она на самом деле является очень важным сотрудником, и без нее моя подчиненная не сможет справиться с какими-то заданиями, она не сможет сделать что-то, что требуется для компании. Да? То есть нужно было показать такую важность как бы этого человека, чтобы она почувствовала, что у нее до сих пор есть контроль над ситуацией, над моей подчиненной, и в принципе у нее есть контроль над ее жизнью. И вот так вот вы делаете. То есть вы проходите по списку от 1 до 10, сколько вы прописали, и каждый раз обязательно используйте только один из вариантов, которые вы прописали. Вы взяли вариант номер один, попробовали его в общении с человеком, да, и смотрите на реакцию. Если отношения наладились, напряжение ушло или разрешилась та ситуация, которую вам нужно было разрешить, значит, вы попали в точку, вы дали человеку то, что ему было нужно, и вы теперь смотрите за динамикой. Улучшатся ли отношения навсегда, или в какой-то момент они опять будут ухудшаться, улучшаться и так далее, и у вас уже есть инструмент для того, чтобы в моменты ухудшения ситуации наладить его. Если вы попробовали первый вариант, и он не сработал, и начальница все равно, скажем, относится к вам негативно, и отношения у вас напряженные, вы переходите к пункту номер два. Но только делайте это уже после того, как вы поняли, что номер один не сработал. И тогда вы пробуете номер два, вариант номер два. Вы испробовали вариант номер два, и, скажем, он тоже не получился. Вы не достигли того результата, которого вы хотели. Потому что запомните, для вас
может быть 100, 200, 1000 вариантов поведения для того, чтобы достичь именно той цели в общении, которая вам нужна. И запомните, что, да, цель общения, она заключается не просто в общении и не просто поговорить, а у вас есть какая-то цель. И ваше поведение, ваша гибкость, ваши слова, ваши инструменты меняются в зависимости от того, как вам удается скоординировать человека и выйти на ту цель, которая вам нужна. И вот вы попробовали вариант номер один, он не сработал, вариант номер два, он не сработал. Приступайте к варианту номер три. И вот тут вариант номер три срабатывает. И вы точно для себя знаете, что вот такая вот ценность и потребность была у человека, вот так я могу ее удовлетворить, и вот у вас уже есть инструмент для того, чтобы наладить отношения с человеком. И какое же дело, скажете вы, это имеет к интуиции и к паранойи? А то, что вы понимаете из того, что я вам рассказала, что первая практика — это то, что помните о том, что мы все связаны с сознательным и бессознательным. И если вы считали какую-то информацию, наверняка она является правдой. Есть очень большая вероятность того, что она является правдой. Но если вы все-таки сомневаетесь, проделайте вот такую вот технику, которую я вам рассказала. Выявите настоящие потребности, ценности человека, постарайтесь их удовлетворить, и вы перепроверите свою интуицию. На данный момент в той консультации, которую я провела с клиенткой, у нас совпала ее интуиция и то, как она проделала задание на сознательном уровне. У меня очень часто тоже это совпадает, и я выстроила уже такой классный рапорт со своим бессознательным. Я уже знаю, я уже доверяю себе с первого раза. Только у меня появится какая-то мысль, какая-то идея, я уже не говорю о том, что, о, может быть, это просто мысли чтения. Нет, на самом деле я уже доверяю себе. И когда у меня появляется вот такая какая-то идея, я уже безоговорочно следую этой идее, потому что я не хочу нарушать свои отношения с бессознательным. С людьми я могу всегда очень легко и гораздо легче наладить отношения, да, а вот связь с бессознательным нужно поддерживать. Поэтому, когда у вас появляется какая-то идея, прислушивайтесь к ней, тестируйте ее, и таким образом вы усилите свою интуицию, будете доверять себе больше, и вы будете ко всему в жизни относиться потом легче и более вот так вот, да, воздушно. Я желаю вам всем, чтобы у вас был хороший день. Я вас люблю и до скорых встреч!